Всем привет! Сегодня я хочу рассказать про один очень интересный автомобиль, который когда-то был очень популярный, который был снят с производства, но при этом таких автомобилей все еще на дорогах очень и очень много. Я хочу рассказать, почему это так происходит, почему это все еще популярная модель, сколько она стоит, стоит ли брать ее, для каких целей и кому она может подойти. Перед нами Renault Zoe. Этот автомобиль также связан с одной очень интересной историей, из-за которой иногда его отдавали бесплатно, но об этом я расскажу чуть позже. Спереди вы можете видеть фары. Фары для такого небольшого автомобиля выглядят достаточно симпатичными, как на мой взгляд. Здесь впереди автомобиля вы можете видеть огромный логотип Renault. Это не просто логотип, под ним находится зарядка. Открываю лючок зарядки. Кстати, многие владельцы жаловались, что он шатается. Но данная модель, я бы сказал, достаточно неплохо выглядит. Здесь можно видеть зарядку, два порта зарядки. Медленная зарядка переменным током и быстрая зарядка постоянным током. Заряжаться этот автомобиль умеет достаточно неплохо. Также можно сказать, что для такого маленького автомобиля у него достаточно большая батарея, около 50 киловатт, и хватает ее более чем на 300 километров. Сбоку, я бы сказал, автомобиль выглядит хуже, потому что это небольшой и достаточно невзрачный автомобиль. На простых колесах ничего особенного. Он достаточно невысокий. Можете видеть, я могу свободно трогать его крышу. Зеркала для такого небольшого автомобиля, на мой взгляд, достаточно неплохие. Они не маленькие. Ехать было достаточно комфортно. И не было такой проблемы, что чего-то не видишь в зеркалах. Задние двери открываются не обычной ручкой, как на передней двери, а вот такой вот небольшой треугольник с нарисованным отпечатком пальца. Вы должны приложить свой палец и открыть дверь. Насколько это удобно, практично, я не знаю. Это надо попользоваться автомобилем дольше. Ну, в конкретном этом автомобиле какие-то проблемы с закрыванием дверей. И вы можете слышать, с каким звуком они закрываются. Сзади все стандартно. Задние фонари, щетка очистителя. Ну, сзади выглядит неплохо. Давайте заглянем в багажник. Да, конкретно у этой машины он грязный. Ну, наверное, произведем тест Андреем. Давайте попробуем, насколько багажник вместительный. Закроешь меня? Ну, я, в принципе, влез. Здесь, конечно, неудобно, но одного Андрея можно засунуть в багажник. Теперь выпускайте меня. Да, конечно, в нашем багажнике покомфортнее. Но при этом багажник не маленький. То есть какие-то сумки с магазина вы будете ставить без проблем. Опять же, в поездке даже вы какую-то сумку, чемоданы сможете разместить. То есть машина маленькая, багажник, я не могу сказать, что маленький. Багажник для такой машины достаточно вместительный. Для задних пассажиров. Для задних пассажиров места не очень много. Я здесь не могу полностью выпрямиться, голова будет упираться. То есть, если вы планируете кого-то возить сзади, то это очень неудобно. Ни по ногам, ни по голове не откинуться. То есть, либо детей, либо вообще вот вдвоем ездить, сзади замечать какие-то вещи. В плане садить взрослых нет. Здесь очень неудобно. Непонятно, что-то в жопу упирается. Ну, то есть, если ехать сзади, не знаю, как бы ехал, наверное, вот так вот можно ехать. В принципе, наверное, так еще более-менее.
детей детское кресло здесь есть Isofix. То есть вы сможете поставить сюда детское кресло и детей возить. В городе, в принципе, проблем не составит. Двери тоже открываются, смотрите, достаточно широко, чтобы взять и поставить кресло. Поэтому в плане детей возить, наверное, это пойдет. В плане взрослых нет. Очень некомфортно. Я не такой высокий, но я уже не могу сидеть, голова упирается в потолок, и я не могу полностью выпрямиться. Пассажирское сиденье спереди. Но оно, в принципе, достаточно комфортное. То есть места хватает. В принципе, это все стандартно. Ремень безопасности одевается комфортно. Есть в машине здесь бардачок. Микробардачок. Здесь, я не знаю, вы положите документы сюда и, не знаю, сюда можно шоколадку положить. Это все. Есть какая-то еще полочка. Наверное, пассажир сюда сможет положить свой телефон. Да. Кстати, неплохо, возможно, так будет. Можно еще даже чуть-чуть поиграться с настройками. То есть для переднего пассажира места хватает. В принципе, это неплохо. Для водителя в целом немало места. Посадка достаточно комфортная. Сиденье также можно регулировать. И я своим ростом чувствую себя здесь неплохо. Достаточно комфортно. Руль достаточно неплохой. Есть настройки на руле. То есть в плане посадки неплохо. Для такого именно автомобиля небольшого, мне кажется, достаточно все удобно сделано. Вот, автомобиль уже достаточно старый, можно сказать, для автомобиля такого плана. Он уже наездил почти 95 тысяч километров, и состояние его тоже достаточно подубитое. Но при этом едет он достаточно бодро. Мультимедиа-система и навигация тоже работает. Навигация, я не могу сказать, что сильно удобная, и работает она с такими задержками, но она есть, ей можно пользоваться. Из минусов, насколько я понял, она не обновляется по сети, и если у вас есть какие-то перекрытые участки, она их не видит. То есть она статична. Карты, которые закачаны в память, она их использует, и все. Есть климат-контроль. Работает, в принципе, в машине свежо. Можно увеличивать, уменьшать, настраивать. В целом это тоже достаточно неплохо. Большой минус – нет какого-то подлокотника. То есть рука, вот, когда едешь, непонятно, куда девать руку. То ли так ехать, то ли так ехать. То есть на руле неудобно, на колено ложить, наверное. Потому что я ехал, и постоянно хочется куда-то руку пристроить. С левой стороны есть небольшой подлокотник, он маленький, опять же, маленький и очень жесткий. Такой пластик жесткий. Это постоянно едешь, и локоть соскакивает. Дело привычки, потому что у нас есть подлокотник. Ну, само собой. В любом случае, хотелось бы хоть что-то такое выдвижное, чтобы руку положить. Так, не знаю, вот так вот, наверное, можно ехать, на пассажирское сиденье ложить. Да, и нет места, куда можно положить свой телефон, на самом деле. То есть для пассажира, я показывал, есть полочка, я могу положить свой телефон, а мой я могу кинуть сюда, но опять же он будет болтыхаться неудобно. Здесь тоже нет. Как-нибудь надо сюда запихивать, если я еду. Потому что в кармане, когда еду, не люблю, чтобы телефон лежал. Но здесь выложить на пассажирскую, чтобы пассажир пользовался моим телефоном. Давайте вернемся к истории, которую я обещал рассказать. Как я сказал, бывали случаи, что такие автомобили отдавали бесплатно. Почему же так происходило? Renault экспериментировала с электроавтомобилями, и можно было приобрести автомобиль, не приобретая при этом батарею. Батарея была не в вашем владении, и вы платили за нее аренду. То есть каждый месяц вы платили дополнительно 60 евро. И после определенного периода для вас получилось так, что вы платите за батарею больше, чем стоит у вас автомобиль. И владельцы пытались избавиться от этих автомобилей и продавали их либо очень дешево, либо даже отдавали бесплатно, чтобы не платить эти платежи за батарею. По-моему, начиная с 2020 года они отказались от этой практики, и все автомобили вышедшие уже было необходимо именно владеть батареей. Этот автомобиль уже достаточно новый,
Он вышел после 2020 года, и он не имеет такой проблемы. На рынке вы также можете найти автомобили, которые все еще идут с арендной батареей. Если вы захотите купить Renault Zoe, обращайте на это внимание, потому что это может быть очень важный критерий. Автомобиль может быть очень дешевый. Если поискать, давайте я гляну. Вот, смотрите, автомобиль 2013 года с маленькой батареей сейчас можно найти за 2000 евро. Автомобиль в рабочем будет состоянии. Ну, вот здесь не написано, возможно, батарея опять же будет не в владении. То есть данный автомобиль можно купить очень дешево, но нужно иметь в виду все эти нюансы. Потому что приобрести электромобиль, который едет достаточно неплохо, а едет он действительно неплохо для маленького городского автомобиля, за 2000 евро, на мой взгляд, это неплохой вариант. Учитывая, что все еще не только в Нидерландах, а и в многих других странах Европы на электроавтомобили даются какие-то скидки по налогам, возможно, какие-то субсидии. В плане надежности данный автомобиль считается достаточно надежным. Проблема была отзывная кампания по гидроусилителю руля. В некоторых автомобилях гидроусилитель отказывал, и автомобиль был очень тугой, когда вы едете. Это меняли. Сейчас я не слышал, вроде такой проблемы нет. В целом автомобиль считается дешевым в обслуживании, в содержании. Поэтому как второй автомобиль, как основной автомобиль, я бы не рекомендовал его покупать, потому что он все-таки маленький, и только если он закрывает ваши потребности передвижения в городе. Если вы ездите только в городе, на работу и обратно, да, это может быть неплохой вариант, но если вам нужно выехать куда-то подальше, и не одному, а с семьей, и вам нужно больше пространства сзади, то этот автомобиль однозначно не подойдет. Но как второй автомобиль, который будет водить недорого, который очень легко передвигается в городе, а ехать на нем действительно удобно. Он небольшой, юркий. На узких улицах мы ездили в Алмире, перестраивается, ускоряется, все очень неплохо. Мне, как пассажиру, не хватает места. Я, видимо, внушительного размера, и мне маловато места. Это раз. Во-вторых, в процессе движения, например, на поворотах на кольце, слишком шатает. Ну, это уже зависит больше от того, как я веду. Ну, некомфортно. Ты же ездишь и на нашей машине такого нет. Как будто сиденье как-то не знаю, не под спину, что ли. Потому что в наше сиденье я как бы погружаюсь, как в кокон. Прижала себя ремнем и сижу, все устраивает. А здесь как-то я слишком шатаюсь со стороны в сторону, особенно на поворотах. И меня сильно болтает. Но здесь не укачивает тоже. Это огромный плюс. Ну да, для других целей. То есть в городе доехать до работы вполне себе. В плане езды неплохо. То есть я вот еду, надо ускориться. Раз, машина ускорилась, потом достаточно неплохо ускоряется. Но вот этот звук, если слышно, она мало того, что просто электромоторы шумят, на низких скоростях включаются еще какие-то динамики. И вот этот звук раздражает. Да, и вперед и назад. То есть я вот еду, и слышен звук, я не знаю, будет ли он слышен на микрофоне, но меня вот немного раздражает этот звук. Так, в плане набора скорости автомобиль мне нравится. И опять же, в плане габаритов маленькая, юркая машинка. Выехали, посмотрели, раз, и все, перестроились. Подвеска тоже неплохая. То есть мы вот переезжаем неровность, оно, да, шатает, но это маленький автомобильчик. Из таких от минусов все-таки звукоизоляция. Я слышу двигатель, и для электроавтомобиля он громкий. Но опять же, для городского автомобиля это тоже, наверное, можно простить, потому что в городе вы не будете ездить слишком быстро. Что вам нужно в городе? Это иметь возможность быстро перестроиться и проехать по каким-то улицам не слишком широким. Опять же, в Европе это огромный плюс, потому что много старых городов имеют узкие улицы, а этот автомобиль проедет везде.
Там, где на своем, наверное, я бы ехал медленно, боясь. Здесь такой проблемы вообще, наверное, не возникнет, потому что он узенький. Это, конечно, не какой-нибудь мини или вообще канта, на которой можно ездить вообще везде. Кстати, если вам будет интересно сделать обзор на канту, возможно, я ее найду. Вообще в Нидерландах очень много не мини-автомобилей, а микроавтомобилей. Если я когда-нибудь найду кого-нибудь, где можно взять, сделать обзор, я обязательно это сделаю. Потому что этот автомобиль по сравнению с некоторыми прям гигантский. Наш соседка, у него именно микроавтомобиль, и навозит на нем своих 6 собак. В плане того, как автомобиль ездит, мне нравится. Приятно. То есть, если бы Ирина когда-нибудь сдала на права и сказала, что вот я хочу машину, это мог бы быть один из вариантов, который мы рассматриваем. Но такой бы ехать было не так страшно. Из-за маленьких габаритов ее намного легче чувствовать. То есть ты садишься и вот из-за того, что вот я могу дотянуться до двери, прям едешь и чувствуешь все габариты. Показалось, что надо стоять. Еще и место остается. Но я могу достать от двери до двери, еще остается место. Вообще, наверное, как первый автомобиль, который не сильно жалко, но при этом который хорошо едет, не требует денег много в обслуживании, достаточно неплохой вариант. Потому что, когда еще нету большого опыта, ты садишься, авто едет неплохо, габариты легко чувствуются. Цена, если можно купить за 2000 евро автомобиль, который едет, хорошо едет. Дешевый в обслуживании, опять же, запчастей на нем будет везде много, потому что вышло 300 тысяч, сколько их уже не ездит. Также панель приборная достаточно неплохая. Еще комфортно можно видеть, смотреть вашу скорость. Кнопки все физические, без сенсорных. На мой взгляд, это тоже плюс. Потому что комфортно едете и переключаете все. Показываете поворотники, на руле можете управлять. Все, что надо. Здесь есть, кстати, круиз-контроль. То есть, и все-таки, если едете на не совсем маленькие расстояния, выставили круиз-контроль и без проблем едете. Сейчас будем разворачиваться. Проверим, как он на разворотах. Места не очень много для разворота. Давайте проверим, как он справится. Вообще без проблем. Ну, нет, конечно. Наши радиус разворота намного больше. Здесь именно маленькая юрка. Вот. Для таких городских целей мне нравится. Я думаю, если поехать в Амстердам, именно в туристическую зону, на такой машине стрессовать я буду меньше, чем на своей. Именно из-за того, что ее назначение больше подходит для езды по узким улицам. Потому что сколько у меня уже опыта есть, я не могу сказать, что я прям отличный водитель, но опыт уже есть. Но когда я заезжаю в Амстердам, в туристическую зону, где ездят трамваи, велосипедисты с туристами, каждый раз это стрессово. Потому что у нас все-таки машина не маленькая. А так, в плане, если туристам приехать в Нидерланды, опять же, вот эта машина прокатная, мы взяли ее в каршеринге, взять, покататься, тоже неплохой вариант. Потому что к ней не надо долго привыкать, и она компактная, вы везде проедете. Не надо переживать, что вы заехали на какую-то узкую улицу и вы застрянете. Потому что в этом же каршеринге есть и большие машины, нормальные. Но есть и такие. Вот если бы я приехал бы в Амстердам и что-то брать, я бы брал, наверное, что-то такое вот небольшое. Вот такой мини-обзор у нас получился. Машинка достаточно интересная, неоднозначная. Но надо учитывать, что экземпляр у нас прокатный, достаточно грязный, немножко раздолбанный. Но все равно, на мой взгляд, для небольшого городского автомобиля достаточно интересный вариант. Не как основной автомобиль, но как второй автомобиль или как первый автомобиль, на котором будете тренироваться. Достаточно интересный вариант, чтобы его рассмотреть. Особенно за небольшую плату. И если будет продаваться уже с батареей во владении.
также, если у вас есть еще какие-то идеи автомобилей, которые было бы интересно рассмотреть, пишите в комментариях. Мы попробуем их обязательно найти. А это были мы, здесь и сейчас. До скорого. Пока-пока.